Привет, с вами Ира Илан, и мы сегодня поговорим немножко подробнее о том, что происходит с нашим организмом в момент внезапного резкого испуга. Это может быть как связано с настоящей, так и с воображаемой опасностью. Что же с нами происходит? Меняется гормональный фон. Этот гормональный фон вызывает внезапные, быстрые, острые, резкие реакции, которые мы, как система Empowerment Self-Defense, хотим понять, как можно наиболее эффективно использовать. Если какие-то нам нужно нейтрализовать, как мы можем их нейтрализовать самыми простыми способами. Естественные реакции организма – это не что-то, с чем мы обязательно хотим бороться и пытаться переучить, перетренировать свой организм. В нашем подходе у нас для этого нет инструментов работы с группой, потому что мы исходим из того, что мы не встречаемся в основном с нашими участницами на протяжении долгого периода. Мы должны работать с тем, что есть. Но важно понять, что нам открывается доступ к экстренным ресурсам организма, которые в обычной жизни не задействованы. В обычной жизни уже когда как наш организм будет давать нам сигналы о том, что все, хватит, я устал, мне тяжело, мне трудно, когда мы доходим примерно до 40% использования своего потенциала, все, что выше, оно хранится, условно говоря, на черный день, на экстренную ситуацию. И все вот эти истории, что матери, чтобы защитить своих детей, там, переворачивали машины или поднимали какие-то упавшие деревья, это на самом деле, среди них есть очень много настоящих историй, и под этим есть биологическое тоже основание. Что очень важно, тоже все вот эти реакции отключения, они в меру могут быть тоже полезны, потому что мы отключаемся от лишних раздражителей, чтобы сохранить целости свою психику или чтобы сфокусировать внимание на опасности. Итак, первое, что происходит, это туннельное зрение. Второе, что происходит, это очень короткий или чуть более длинный процесс, который больше всего похож на такой рестарт. То есть такой секундный blackout, черный экран, и потом чаще всего реакция сбрасывания рук, реакция группировки телесной, и руки поднимаются вверх. И эта реакция на самом деле оптимальна для того, чтобы защитить вас от падающих предметов, от надвигающихся людей, которые могут вас толкнуть, а также в какой-то мере и даже от нападения. Мы пользуемся позой, потом попозже расскажу, очень близкой к этой первичной группировке. И что очень тоже важно, в экстренных ситуациях у любого неподготовленного человека мелкая моторика практически полностью уходит. То есть все средства, которые требуют мелкой моторики, в том числе поиск маленьких четких целей, они не будут работать для неподготовленного человека. Будут работать только те средства, которые используют крупную моторику, которые учитывают туннельное зрение, которые помогут нам выйти из первичного ступора и дальше уже более осознанно выбрать реакцию. Убегать, бороться, драться, каким-то образом сопротивляться, либо приспособиться. Да, это основные бей-беги. Приспособься – это 3 основные реакции на стресс, между которыми мы можем выбрать после вот этого первичного замирания, рестарта, который с нами происходит. Это очень в общих чертах. Подробнее будем говорить об этом дальше. И очень надеюсь, что вам будет интересно. Вы можете также сами поискать информацию о том, что происходит с нашим организмом в стрессе. Всем удачи, пока. Смотрите информацию под описанием, под видео. И помогите нам в продвижении проекта сертификации украиноговорящих тренерок Empowerment Self-Defense. Пока!